осень. Красивая пора. Желтая листва, Хэллоуин. Но это не сегодняшняя тема видео, а про Клуж-Напоку. Я начинаю. Приятного просмотра. Клуж-Напока входит в топ-10 безопасных городов Европы. И я это могу доказать тем, что в Румынии и это в Клуже тоже очень много людей, 20 тысяч людей, которые занимаются в IT-сфере. Куча стартапов или компаний IT. Также тут есть гиганты. Microsoft, Bosch, NTT Data. Ну, поэтому я так и решил, то, что тут очень технологически развитый город. Население примерно 300 тысяч человек. Неофициально считается то, что Клуж-Напока это центр Трансильвании, где и был замечен самый популярный ютубер. Но я в этот момент отсутствовал в городе. Основан он был во 2 веке, еще когда была тут Римская империя. Ну, а сейчас давайте походим по площади. Главную площадь окружает здания, построенные в самых разных стилях. От барокко и готики до ренессанса и неоклассики. Здесь можно увидеть памятник венгерскому королю Матиусу, а также собор Святому Михаилу. И я предлагаю туда зайти. Пошли. Вот я уже стою возле входа и буду заходить. Сейчас. Так, ведут сюда указатели, а теперь я тихо. Дальше я не говорил, потому что там такая атмосфера была, то что лучше не говорить. А так, что могу сказать про церковь Святого Михаила? То, что это красивый готический храм Трансильвании, который был построен между 1950-х годов и 1487 на месте бывшей часовни Святого Якова. Ее виражи и скульптуры действительно впечатляют, а еще при реставрации там были обнаружены фрески начала 15 века. А так внутри выглядит очень красиво. У меня еще появилось желание пойти посмотреть Клуж свысока, и в соборе Михаила это было возможно, но к сожалению, оказывается, сейчас наверх нельзя. И это только доступно по какой-то специальной программе. А некоторые говорят то, что типа можно, типа вот так вот зайди, вот так вот пройди. Но я захожу, а там дальше все. Типа везде тупики и никуда подняться нельзя. Так что, к сожалению, я не смогу подняться наверх. Но зато есть другие места, где можно показать очень красивые места тоже, высока. Румыния уже готовится к Новому году, ну точнее Клуж. И вот так вот тут пока что все выглядит. Скорее всего, через несколько дней или уже даже ближе к декабрю уже все будет готово. А тут старинное здание, которое я один уже раз показывал, и я уже узнал побольше про него. Ну, то, что он построен в 1330 году. Также еще тут на площади Унери есть фонтаны, вот такие. А ночью они, кстати, светятся. Также тут есть схема Клужа из бронзы. И мы находимся в улице. И самое классное то, что тут можно, как и кто видит, и слепым почитать. Кстати, вот это здание построили в 1775 году немецкий архитектор Йохан Эберхард Влауман для губернатора города Бафни Георгий.
Пока стою на светофоре, решил показать вот колокол. Раньше он служил созывать людей, а сейчас стоит как памятник. Сейчас я нахожусь на той же улице, где и раньше жил. Вот сзади меня та же дверь, куда я заходил раньше, тут снимал. Сейчас эта улица пешеходная, и тут рядом, как и раньше, стоит полиция. А мы пойдем дальше. Недалеко пройдя, я нашел интересную иллюзию. С одной стороны, кажется то, что оно выпирает, а с другой то, что наоборот впадает. Еще от иллюзии недалеко, а также недалеко от колокола есть памятник про Римскую империю. А уже дальше пройдя, я нашел Students Culture House, или же старый культурный центр, где проводят концерты, выступления оркестров, фольклорных ансамблей и танцевальные шоу. Также можно пойти по соседней улице наверх, и выше будет ботанический сад, в котором очень красиво весной или летом. Также там есть купола, в которых есть тропические растения. Ну, я бы советовал туда сходить. Я уже, тоже возле центра. Тут у нас есть церковь, которую строят. И походу уже через несколько месяцев она уже будет готова. А также тут у нас есть памятник Баба Нохвак, который я про него ничего не знаю. А также крепость, которая в 15 веке была вроде построена и использовалась для защиты и других целей. А сейчас внутри находится выставка разных картин и другого искусства. Недалеко пройдя, как вы видите, вот все та же крепость. Тут есть парк, в котором очень интересная штука есть. А также там рядом как раз есть театр. Надеюсь, меня слышно, да? Подпишитесь. Тут проводят оперу и выступления. Я бы показал, как выглядит внутри, но не могу. Говорят то, что нельзя. А так оно снаружи выглядит классно. А с другой стороны, вот как выглядит спереди. Тут стоят два памятника. Напротив театра тут есть рынок и статуя Авраама Янку. А за ним стоит церковь, уже третья по счету. А если так вообще говорить, то тут больше православные, католики и другие есть. Что и говорит нам то, что вот очень много тут церквей, но они все не просто так построены. Также, если кто-то не замечает, то я пытаюсь показать то, что все здания, которые тут есть, они все время их либо реконструируют, либо переделывают, либо еще что-то. Пытаются улучшить и оставлять их такими же, как они и были. То есть хотят, чтобы выглядело все красиво и классно, и не так старо. А тянул я это все к тому,
что показать, тут вот этот памятник. Как я понимаю, это памятник для освобождения, ну, когда освободили от османов эти земли. И все другое. А, кстати, вот еще одно здание, которое чинят. Вот, все сеткой закрыли. Тут есть уже как строительный лес, ну, строительные леса чуточку. Ну и все. А мы дальше идем. И я буду рассказывать интереснее все. Погнали. Если видно, я недалеко от центра. И тут я нашел, точнее уже находил, интересный проход, который ведет очень к одному памятнику интересному. Это, кстати, тоже пешеходная улица, которая вот здесь заканчивается. Но все же этих пешеходных улиц все растет, с каждым годом все больше и больше их становится. И это очень классно, то что есть ну, больше места становится, где можно погулять с друзьями. И пришел я в Firefighters Tower. Там очень много разных картин. Также там есть панорама на город, но можно подняться на этаж выше, и там будет намного красивее. Также там есть вылет из металла город, но более крупного масштаба, чем на площади было. Очень прикольно сверху быть. Хоть это и не в том соборе Святого Михаила, но все же тоже очень классно. И открывается, как мне кажется, один из наилучших видов в Клуже. Но долго я здесь не буду оставаться и пойду дальше. Мемориал с вечным огнем. Вот. Я немного прошел и тут увидел вот такое. Тут по сути строят новый парк, хотя я показывал раньше, он тут тоже прикольный был. Но походу он будет лучше. О, еще одно интересное место. Часовня. Раньше я показывал то, что она как красиво выглядит, но сейчас, как вы видите, она реконструируется. Так что буду ждать, когда ее восстановят. Также недалеко тут находится дом Матяша, который на площади сейчас стоит, памятник ему. Я только что делал небольшой круг, и тут, оказывается, не вся часть парка ремонтируется. Тут уже есть дорожка, а также спуск к речке, которая вот, кстати, течет уже. Ух ты, красивое здание. В принципе, как вы видите, тут Клуж не стоит на месте, и он все время пытается все улучшить. И, как мне кажется, это очень классно. Я в центральном парке, и тут очень много лавочек и много всего другого. И здесь очень красиво. Но я тут не все показал. Это не просто километровая площадка, по сути. А тут еще есть интересное здание. Вот уточки, смотрите. Тут плавают в речке. Так все же
Оно отличается тем, что, ну, не только тут километровый парк, тут в этой речке, ну, тут озеро искусственное, и тут можно покататься на катамаранах. Также возле катамаранов, по сути, тут стоит ресторан, в котором можно, если что, перекусить. А вот, кстати, и вот. Вот катамараны и сам ресторан. Вон там есть секретный остров. Я называю его секретным, потому что к нему, на нем нельзя типа высаживаться, и там ничего я не знаю, что можно увидеть. А там все время плавают уточки еще на озере. Иногда бывают даже лебеди. Тут есть спортплощадка еще. И можно позаниматься спортом. Баскетбольная площадка. Также тут находится казино. Тут раньше было, а сейчас здание используется как музей. А сзади него фонтан. Иногда тут и проводят свадьбы даже. Я, конечно же, там не все показал, там есть еще памятники, но я не знал, что про них рассказать. И есть еще там другие здания. За мной еще один парк, а за ним центральный парк. А вот за вами... Оба! Стадион Клуж-Напока. И сейчас, походу, проходит какой-то чемпионат. Кстати, тут в Клуж-Напоке каждый год проходит Антоль именно вот здесь. В Клуж-арене. И на это, если кто-то не знает, что такое Антольд, это по сути вот как выглядит Клуж-арена внутри. Есть секции, главное поле, трибуны и многое другое. Он двухэтажный, кстати. И это очень становится вместительным стадионом. И очень большим при этом. Но тут также есть рядом БТ-арена. Конечно, там не проводят спорт, а может и проводят, точно не знаю. Но это универсальный стадион, где просто могут внутри много чего переделать, и там бывают и оперы, и другое. Так что я не могу сказать, что именно за это здание. Река Шамес. Шамес или как? Точно ее не знаю. Но такая красивая набережная. Длиной она примерно, ну, сама река я не знаю, а вот набережная, если я не ошибаюсь, где-то 3 километра. И я сейчас буду, как там, ну, не надеяться, а готов идти всю эту дистанцию. И, как мне кажется,
Лучше тут быть на этой речке где-то весной, осенью тоже, но не очень поздней. Или же летом. Зимой нет, она будет вся льдом покрыта или же вообще не будет течь. Такое тут иногда бывает, но редко. Решил отсюда начать снимать. Как мне кажется, очень классно выглядит. Но все же я пришел в парк, чтобы показать вам. Так что пошли. Здесь есть теннисные столы, баскетбольная площадка, даже с трибуной. Сам парк для детей и также для скейтеров, самокатеров и других, и велосипедистов. Также тут есть тренажеры. За скейт-площадкой тут есть ресторан, вот как раз часть его. А вот за ним там есть еще несколько полей. Теннисное поле, баскетбольное, футбольное и разные другие. Также тут есть вот такие фонтанчики маленькие. Как хорошо то, что есть такая штука монтажная. Не придется идти назад. А через секунду я окажусь сам возле луж-арены, и очень там красиво. А чего тут так темно? Ах, да, я еще не освоил технику времени, так что сейчас будет все темно. На том холме, на котором я появился, очень много разных интересных вещей, но ночью это не особо хорошо видно. Но вид оттуда очень красивый. В Клуже также есть три самых больших магазина: Platina Center, Julius Mall и Viva. Я остановлюсь на Julius Mall, потому что там ряд. Сейчас я нахожусь на площадке Гергения, и тут даже очень классно. Этот парк очень большой, и тут есть площадка для детей, есть еще спортивная площадка. Еще вот какая-то площадка, я не знаю. Там сзади меня еще есть пару баскетбольных полей, футбольная, теннисная и много другого. Маленький лес, по сути, и еще есть круг, где можно кататься на велосипедах, скейтах, на чем угодно. Еще я забыл сказать то, что тут есть, не везде, а вообще есть тут фонтанчики с обычной водой. Из них можно пить, не плативши. И также вот беседки сзади меня. Конечно же, я все не могу рассказать в одном видео, и сам я не много знаю. Но в этом видео я все рассказал, что знаю про Клуж, и показал многие места. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, и увидимся скоро. Пока!